Привет, друзья! Всем привет! С вами Макс. И Юля. Посмотрите, вокруг нас бардак. Да? Вечные цыгане. На самом деле мы с Юлей снова переезжаем. Да, Юля? В очередной раз. В очередной раз. Но мы вам не скажем, куда. Поэтому, если хотите знать, то послушайте подкаст номер 153. Там мы про это говорим. Я про это говорю, да, а мы с тобой еще об этом поговорим. Сегодня мы хотим с тобой о чем поговорить, Юля? Мы хотим поговорить про прививки. Прививки, да, прививки или вакцинация. Да. Конкретно прививка от коронавируса, прививка от COVID-19, да? Юля, ты первая сделала прививку. Можешь рассказать, почему ты вакцинировалась? Да, совершенно верно. Я сделала прививку еще в июле. И сделала я прививку, потому что считаю, что это необходимо для того, чтобы защитить и себя от тяжелых последствий коронавируса, и защитить людей рядом со мной, потому что ты снижаешь шанс того, что ты заболеешь, а значит, ты снижаешь шанс заразить кого-то вокруг. Поэтому я сделала прививку. А ты? Ну, я на самом деле также. Я знаю, что сейчас в мире и в России есть огромное количество людей, которые не согласны с вакцинацией, которые имеют какие-то... Причины не делать прививку. Да, ну не причины, какие-то доводы против вакцинации. Говорят, что либо тебе внедрят чип, либо... Ну, это совсем... Есть безумные какие-то теории, да, теории заговора. Есть какие-то более... ну, скажем так, адекватные вещи. Ну, основная причина, если мы не говорим про внедрение чипа, 5G и так далее, то, что вакцины все были разработаны недавно. И люди, ну, совершенно обоснованно боятся делать такую прививку, потому что никто не знает, к чему же она может там в будущем, например, привести. И это, в принципе, тот довод, который я понимаю. Да. Но для себя я решила, что все-таки, ну, ту вакцину, которую я сделала, это «Спутник». Ее... Спутник Ви? Спутник Ви, да. Ее используют уже, получается, с января, может быть, даже чуть раньше. То есть это уже достаточно такой солидный период времени. И я знаю многих людей, которые тяжело перенесли ковид, но все те, кто сделал прививку, ну, они не столкнулись с какими-то тяжелыми последствиями. Из тех, кого я знаю. У тебя есть своя собственная статистика. Те, кто Да. привился, они переболели легче. Те, кто не привился, они переболели тяжелее, да? И переболели легче, если переболели. И, в принципе, от прививки у них не было каких-то тяжелых последствий. А вот те, кто болел ковидом, к сожалению, у очень многих есть последствия, которые тянутся там на протяжении нескольких месяцев. Интересно. Поэтому я решила, что я взвесила риски, и решила, что сделать прививку, на мой взгляд, это менее рискованное занятие, нежели переболеть ковидом. Вот. То есть ты взвесила за и против и решила, что ты все-таки сделаешь, да, прививку? Да, именно так. Да. Это интересно. Я, в принципе, с тобой в этом плане абсолютно согласен. Вообще, мне кажется, что есть какая-то такая немножко паника вокруг этих вакцин и прививок, как будто, ну, по сути, тебе делают просто прививку, да, в ней даже, насколько я знаю, нет самого ковида, да? Там нет этого. Зависит от вакцины, там Да. по-разному они сделаны. В России 3 вакцины сейчас, ну, даже 4, если брать какие-то там еще ответвления. Но самый распространенный «Спутник», и на самом деле вот в Москве, да и в Петербурге, видимо, на остальные вакцины большая очередь, но их просто нет. «Спутник» колят везде. Ты в России можешь сделать только прививку спутником, да? Ты не можешь вакцинироваться другой вакциной. Мне сложно сказать за всю Россию, но вот конкретно в Москве, да, ты приходишь, тебе говорят, есть только «Спутник». И был момент, когда появилась там еще одна вакцина, она ушла за сутки. Люди ее ждали, люди ее сделали, она закончилась. То есть вакцина появилась, ровно сутки, все, и вакцины нет. Да, именно так. Это что за вакцина была? Это была, она называется, 3-я вакцина, Ковивак, по-моему. Это Чумакова, которая... Да, это института Чумакова. Как я понимаю,
люди больше доверяют вот этой вакцине, потому что она сделана по какой-то классической технологии, как обычно делали вакцины, а спутник по другой технологии. И поэтому уровень доверия вот к этой вакцине выше, чем к спутнику. У меня мама, например, ждет, когда появится вот эта третья вакцина снова, она не делает спутник. У меня мама, кстати, тоже ждет, когда появится вот эта вакцина, потому что, я слышал, что у спутника, как сказать, есть аллергические реакции на спутник. И для людей аллергиков, для людей с аллергией на разные вещества, им, может быть, у них могут быть проблемы, если они вакцинируются спутником. Ты знаешь, мне кажется, абсолютно на все вакцины, мы не берем только коронавирус, вообще, в принципе, все прививки, которые мы когда-либо делали, везде есть небольшой процент аллергических реакций. Ну, конечно. Поэтому я тоже так думаю. Тут надо, наверное, очень хорошо понимать, на какие у тебя лекарства есть аллергия, но это не всегда возможно, потому что ты можешь просто не знать о том, что у тебя на такое лекарство случится аллергия. Как ты думаешь, вообще в России, твое субъективное мнение, без статистики, многие люди доверяют вакцине? Или, то есть, какой процент людей за вакцинацию, какой процент людей против вакцинации? За вакцинацию меньше, чем против вакцинации. То есть хотят вакцинироваться меньшее количество людей, чем не хотят. Да, совершенно верно. И летом, когда была, по-моему, уже третья волна коронавируса, власть вводила ряд мер, которые некоторые воспринимали как такую обязательную вакцинацию. Тогда, действительно, по крайней мере, в Москве многим работодателям были направлены письма о том, что ваши сотрудники должны вакцинироваться, иначе штрафы, иначе вы должны отстранять их от работы, то есть запрещать им работать до тех пор, пока они не сделают прививки. Да, Юля здесь имеет в виду то, что некоторое время назад в Москве ввели некие меры, направленные против коронавируса. И различным компаниям нужно было сделать так, чтобы работники этой компании вакцинировались. То есть, в общем, все это было типа, как сказать, по желанию, по твоему желанию. Ты хочешь — вакцинируешься, хочешь — не вакцинируешься. Но по факту компании начали как бы дискриминировать сотрудников, которые не хотят прививаться. Да, такая ситуация. Да, и тогда еще, помнишь, ввели ограничения на посещение кафе и ресторанов. По QR-коду. Да. Да, кстати, сейчас как вообще в России с QR-кодами, с этими ограничениями по ковиду? Ну вот в Москве, в Московской области, в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области нет каких-то ограничений, связанных именно с QR-кодами. То есть QR-код тебе здесь фактически не нужен. Да, фактически не нужен. Возможно, есть какие-то области, например, Краснодарский край. Там для того, чтобы тебе заселиться в отель, нужно быть вакцинированным, либо предъявить ПЦР-тест о том, что ты сейчас не болеешь. Ну, ясно. Короче, тебе нужен QR-код, чтобы в некоторые отели попасть. Ладно. А в принципе, вот сейчас меры какие-то в России так вот есть. Я понимаю, что так, я так понимаю, что в Москве и в Питере есть некое ограничение количества людей на концертах, в театре там и так далее. Но по сути вот больше ничего нету такого. Обязательное ношение масок. Ну, маски, да, понятно. Маски в общественных местах. И ограничения на посещение каких-то публичных мест. Я знаю, что на фудкорты, да, на вот ресторанные дворики в торговых центрах запускают определенное количество людей. Там в Макдональдсе следят за количеством людей, которые могут войти вовнутрь. Столы должны стоять там на определенном расстоянии. Вот такие вот меры. Ну, то есть такие вот какие-то небольшие меры есть, но в целом в России, то есть ты чувствуешь себя относительно свободно, несмотря на то, что пандемия бушует. Это правда, мне кажется, что так и есть. Понятно. Хорошо, но вот ты сказал, что вот тогда в Москве летом вводили вакцинацию как бы по желанию, но при этом для многих она была
обязательный, если ты хочешь продолжать работать, особенно если это государственная служба, ты работаешь... Если ты хочешь получать премии, если ты хочешь получать весь социальный пакет, да, то есть тебя не уволят, но тебя лишат премии, социального пакета, еще чего-то, и ты такой... Да, либо вообще запретят работать, пока ты не сделаешь, если это действительно какое-то серьезное учреждение, которое за этим следит. Вот как ты относишься к введению обязательной вакцинации? Честно скажу, никак не отношусь. Мне кажется, есть разные меры, которые должны применяться в разных ситуациях. Спасибо, капитан, очевидность. То есть я считаю, что все меры имеют место быть, просто должна быть подходящая ситуация. Конечно, мне хочется, чтобы не было никаких обязательных мер, чтобы меня никто не заставлял что-то делать. Однако, например, если другие меры не работают, да, если там правительство пыталось, государство пыталось как-то другие меры ввести, и это не помогло, и если действительно остается только все делать с помощью вот обязательной вакцинации ряда людей, значит так. Мне кажется, нам легко это говорить, когда мы сидим дома, сидим где-то, не знаю, в ресторанчике или в кафе такие вот и обсуждаем тему ковида, что люди умирают, да, как плохо, государство плохо работает. Но, с другой стороны, вот если представить тем людям, которые за это отвечают, которые вот делают что-то, которые принимают решения, я понимаю, что есть много вопросов к государству. Да, безусловно. Но также, как? Они реально решают вопрос жизни и смерти людей. Поэтому, мне кажется, в таких случаях вопрос некоторых свобод, он может ставиться на второй план на какое-то время. Это мое мнение. Я не вижу ничего страшного в каких-то ограничительных мерах. Я не пойду, не знаю, там на улицу и кричать там, типа отстаньте, дайте людям свободу. Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Начинается свобода другого человека. И вот это поиск этой грани, да, моя свобода, твоя свобода, где она? Вот здесь, она вот здесь, она вот здесь, она вот здесь. Это вот уже, не знаю, философия, это уже наука, это уже вот то, что люди пытаются решить везде по-разному. В России одним способом, в Китае другим способом, в Америке третьим способом и так далее. Понятно. А ты что думаешь в двух словах? Про обязательную вакцинацию? Да. Я думаю, что обязательная вакцинация не поможет. По крайней мере, в России, как только появляются какие-то обязательные меры, с которыми не согласно население, появляется целая индустрия того, как эти меры обойти. Продажа поддельных сертификатов, там, заговоры с врачами, которые готовы на это пойти. Поэтому я не думаю, что проблема решится. Скорее мы получим большое количество людей с поддельными документами. Недовольных. Интересный взгляд. Я так не думаю, но это тоже интересная точка зрения. Что ж, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Напишите, что вы думаете про обязательную вакцинацию. Вообще, хотя эта тема сродни религии, да? Религия, здесь, политика. Да, я уже чувствую здесь большое количество какого-то такого прям таких горячих споров. Но, друзья, давайте общаться как цивилизованные люди, да, и выражать свое мнение очень вежливо. Мне кажется, это самое в мире главное. Потому что все говорят, я прав, ты не прав, и начинается вот этот holy war, да? Да, лучше дискуссия, да, лучше дискуссия, обсудить. Даже если ты считаешь, что тот человек не прав, что он, не знаю, какой-нибудь там фашист, что он просто проповедует смерть и убийство для всего мира, мне кажется, все равно. И, кстати, вот сейчас то, что происходит в Афганистане, нам это доказывает. Террористическая организация «Талибан», которая в России признана террористической, да, пришла к власти. Что делать? Надо с ними контактировать. Да? Казалось бы, это, с точки зрения России, это черное и белое. И нужно как-то вот
Но всё договариваться. приходится как-то вступать в Приходится все равно. коммуникацию. Поэтому коммуникация — это очень-очень важно. И важно, чтобы коммуникация была Вежливой и вежливая уважительной. И уважительная, да. Все, до встречи, друзья, в следующем ролике. Пока-пока.